Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Цель нашего видео показать, как раскалываются камни, как раскалываются вот такие большие камни с помощью вот таких свин, вот таких клиньев. Маленькие клинья, видите, буквально 12 клин, и вот такие лопатки по сантиметров 6. То есть диаметр 16 на 16 нужно свердло, светлим дырку, ставим и бьем сверху. Вот, скажем, таким молоточком. Все это будет показано. Для этого нам нужно молоток, кувалда, может быть, и кирка, для того, чтобы, когда появилась трещина, мы смогли расклинить камень. Еще что я хочу сказать, что молоток и кувалда должны быть мягкие. Вот это закаленный очень сильно металл, он не годится, он расплескивает свину, видите? Поэтому стройте из камня, зарабатывайте, смотрим и учимся. Поехали. Сейчас Павел просверлит. Вообще-то нужно как бы перевернуть этот камень, чтобы он плоскостью был. Но так как мы сюда не можем перевернуть, здесь труба, а на ту сторону тем более, значит мы попробуем сделать так, как он стоит. Давай, Павел, просверли вот эту дырку. Все, Павел, хватит. Сейчас я покажу, чтобы ты один раз посмотрел и потом уже будешь сам эту работу делать. В общем, как это нужно делать? Смотрите, такие маленькие как бы свины, такие маленькие клинья, они заходят, вот нам нужно знать, как мы хотим расколоть камень. Если мы его хотим так расколоть, значит мы свины ставим вот так. Если мы хотим вот так расколоть, значит мы вот ставим вот так. И начинаем. Вот видите, я поставил, я хочу вот так колоть. И потом вторая свина. Резинки не надо снимать. Вот. Мы их ставим вот так, смотрите. И потом я взял молоточек просто, вот можно брать кувалду. Ну, кувалду берется для больших свин. И вот поочередно бить потихоньку, естественно, давать возможность, так сказать, камню глотануть воздуха. Как бы так перерывчик маленький. Естественно, высота высокая, я не знаю, даже получится, не получится, его нужно было бы перевернуть, но так как нам практически не под силу это сделать, потому что, во-первых, лом надо, или как. Ну вот, он уперся. Можно взять кувалдочку. Видите, как бы немножко постоял и уже трещины пошли. То есть всегда давать надо, чтобы он не торопиться, воздух давать. Видите, как все просто. Дай, Павел.
Все очень просто. Сверлим дырки. Вот, допустим, я вижу вот это лицо. Вот лицо. Или, допустим, вот здесь можно как-то, ну, там уже будет видно при обработке. Но принцип мы понимаем. Вот, нам нужно расколоть его вот так. Значит, мы ставим, чтобы клин колол именно вот как бы разрывал его вот так, понимаете? Вот, смотрите. Это мрамор, поэтому совсем как бы не такой, как нужно, немножко подуставший, немножко как бы, но при этом колется за счет клинов. Ну, давать возможность вот так как бы немножко, не торопиться. Ну вот мы практически забили их до упора. Вот они. И потом уже, когда молоток, так сказать, не берет, мы просто берем кувалдочку и потихоньку бьем одну, вторую. Естественно, бывает и так. Иногда, так сказать, камень подуставший. Я уже говорил, что надо поглубже дырки забуривать. Давайте попробуем в другом месте. Очень скоро я покажу, как нужно большими свинами, большими клиньями пользоваться. Вот. Сейчас мы показываем то, что ну, делаем, то и показываем. Я хочу ее сейчас так расколоть. Значит, я его ставлю вот этой стороной. Можно, конечно, без резинок этих пользоваться, но я думаю, что они же как бы для чего-то даны, чтобы как бы не улетали вот эти как бы свины, вот эти как бы то есть лопатки, или как их назвать, чтобы они не улетали туда в середину, в дырку. Ну вот, смотрите, как он поддался. Естественно, друзья, одевайте рукавицы. Естественно, пользуйтесь киркой, когда вы хотите разжать, потому что я просто показываю на скорую руку. А так-то нужно правильно все делать. Использовать кирку, использовать специальные ботинки, рукавицы, чтобы ни в коем случае не зажало нигде ничего. Ну вот смотрите, у нас получился камушек. Вот мне его сейчас надо вот здесь засверлить, и чтобы его напополам расколоть. Давайте я еще покажу. Вот так мы сейчас сделаем. Я думаю, здесь одной свины хватит, то есть одного клиночка. Вот мы ее хотим вот так, значит мы ее ставим вот так, смотрите. Естественно, я сейчас хочу показать, что и без резинки можно ставить.
А так, когда забили немножко, дайте немножко как бы глотануть воздуха камню. Не надо как бы сразу брать и лупить со всей дури. Можно сказать, неудачно, но попробуем еще раз сверлить. Давайте такое. Давайте с этой стороны. Вот мы хотим вот так его расколоть, и мы сейчас попробуем. Вот сейчас более кувалдой. Естественно, он не раскололся, как я хотел, но ничего. Давайте еще здесь попробуем забурить. Когда сверлите, очень важно ставить ровно. Я просто уже так как бы сверлю под определенным углом, чтобы у меня как бы выходило более-менее. Ну, то есть вы поняли, для того, чтобы камень раскалывался ровненько, чтобы получался какой-то квадратик геометрии. Мы его так расколем, значит, мы ставим и забиваем. Наконец-то все у нас получилось. Видите, такой камушек. Смотрите, можно эту часть отбить, и вот лицо у него. Можно хоть что сделать с него уже. Естественно, и эту вот часть подбить, все углы острые. И также самое можно класть в подпорную стену. Давайте мы еще попробуем этот расколоть. Нам просто здесь придется забурить, скажем, 4 дырки надо сделать.
слишком мраморная получается. Нам нужно расколоть вот так. Свердло у нас на 16. Вот эти клинья, еще раз говорю, туда на 16. Вот, чтобы как бы понятно было все. Вот мы его хотим вот так расколоть. Поэтому ставим клинья, правильно клинья ставим. Вот. Два клиночка еще задействуем. Ну вот, они стоят у нас в ряд. Теперь мы их просто по очереди потихоньку подобьем. И так по очереди, по очереди. Естественно, торопиться здесь не надо. Нужно давать всегда, чтобы воздух глотанул камень. И только тогда, когда вы их уже забили, вот так, как у нас, видите, звенят, забиты, только тогда можно использовать кувалдочку. Но нам кувалдочка уже не понадобится. Нам самое главное, чтобы он воздух глотанул. А раз глотанул, смотрите, вот, ну покажи сюда. Смотрите, уже пошла трещина. Самое главное, не стараться лупить со всей дури в данный момент. Лупить надо тогда, когда он уже совсем никуда не идет. А в данный момент вот постепенно. Чувствовать. Да, пошел он немножко так, как он захотел. Но ничего, все-таки он раскололся, потому что если бы кувалдой, я бы его вообще не расколол. Итак, у нас уже все готово. Единственное, сейчас у нас нету с собой, да? Ни кирки, ничего. Ничего нету, кирки нет с собой. Теперь мы просто снимаем. И если даже какая-то свина, какой-то клин провалился, не суньте раньше времени руки туда, чтобы не прижало, не зажало. Пускай он там сидит, потом достанете. Смотрите, какой красавчик отлетел у нас. Мы сейчас с него можем делать. Вот здесь можно дырки забурить. И у нас две стороны лицевые. Это и это. То есть так же самое и здесь. У нас получится лицевые стороны. Достаточно много сторон получится. И это может быть. И вот так можно расколоть. Ну, процесс работы. Сейчас мы еще давайте вот этот сейчас попробуем забурить. Мы сейчас здесь 2-3 дырочки сделаем, для того, чтобы нам правильно отколоть его.
общем, еще раз показываю. Еще раз показываю. Нам нужно расколоть его вот так. Значит, мы ставим клин вот так. Не вот так, а вот так. И потом потихоньку, потихонечку, без суеты. Естественно, вот такие куски, они как раз нам подойдут для окладки подпорной стены. Готовые камни, естественно, их только нужно будет обработать, подстучать немножко вот таким молоточком. Вот. Они всегда со мной, эти молоточки, потому что это мой хлеб. Итак, друзья, у нас как бы вот трещина пошла, но непонятно. Мы можем один клин забить, один клин, посмотреть, как оно возьмет свое. А ну, Павел, давай, наверное, дырку пробей вот здесь. Сейчас мы попробуем сбоку ударить клин. А ну, Павел, пробуй. Немножко как бы выдвинь. Стоп, так, да. Теперь. Но. И теперь молоточек бери. И как бы забивай. Еще немножко подбей. Только дальше возьми за ручку, чтобы не... Ну все, возьми кувалду теперь. Потихоньку, не торопись. Сильнее бей. Вот так. Еще бей. Отдохни, подожди, стоп. Сейчас, подожди, пускай глотанет воздуха. А ну еще бей. Все, топ. Ну, вот так. Главное ожидание вот такое, как бы дать воздуха, глотануть, дать воздуха, и потом вот колется, смотрите. Все. Просто его. Здесь надо кирку, чтобы поддеть киркой самое лучшее. Так, осторожно. Ну вот, смотрите, какой камушек получился у нас. Сейчас мы вот здесь можем свободно забуривать напополам его. Вот так сделать, и потом вот так можно сделать. А можно вообще вот полностью вот этот, чтобы был. Давай, Павел, знаешь, как сделаем? Вот здесь раз, два, три, четыре, ну, наверное, 5, чтобы вот это полностью лицо сделать. У нас там будет буквально 25-30 сантиметров, то есть как бы облицовка стены. Вот, и нам не нужно как бы длинные края, это не будет подпорная стена, это будет просто облицовка. Вот такой техникой мы будем перевозить эти камни на низ. Поэтому очень удобная такая полкуба берет. Маленький и удобный.
В этом деле очень важно иметь хороший молоточек. Я не скажу, что у меня хороший молоточек. Почему? Для вот этого дела нужен мягкий молоточек. У меня слишком сильно закаленный для того, чтобы... Потому что, одним словом, это закаленный металл и это закаленный металл. Нужно кувалда и молоток мягкий. Вот я сейчас в России, во Владивостоке, поэтому у меня нету в наличии таких молотков, но, то есть вообще-то они есть, но сейчас в данный момент нету, поэтому пользуюсь чем возможно. А вообще-то нужен мягкий молоток и мягкая кувалда. Тогда эти свины, эти клинья, они долго будут существовать.
Темнеет 7 часов 8 минут. В заключение, друзья, скажу. Вы увидели наш инструмент, наши приспособы разные. Для того, чтобы колоть камень, для того, чтобы правильно работать. Что можно в заключение сказать? Стройте из камня. Это самое дешевое и надежное строительство в мире. Стройте из камня, мастера. Зарабатывайте.